Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов, канала Дзен, канала YouTube, канала Рутюб и сообщества ВКонтакте. Я есть везде, рыбалка без дураков в эфире. Сегодня снимаем очередной ретро-ролик, то есть набралось уже даже не 100, а 200 человек. На канале 4200 с лишним уже человек. Я не успеваю снимать ретро-ролики. Раньше 100 человек набралось, снял ретро-ролик, и еще есть время подумать. Теперь нет времени подумать, народ начал подписываться на YouTube почему-то. Что там такое произошло, я не знаю. Сегодня поговорим о немецких снастях. Я когда-то делал видео о рыбалке в ФРГ, Федеративной Республике Германия, да? Это до того, когда сегодняшняя Германия появилась, было ГДР и ФРГ, то есть западная, восточная и западная Европа. Сегодня о снастях из Западной Европы поговорим еще раз, потому что в прошлом сезоне я успел половить тем комплектом, который собрал, он мне почему-то не понравился. Визуально отлично, по времени отлично, даже в целом очень даже сбалансированный получился комплект, но что-то в руку не легла та снасть, тот комплект. Не знаю, всяко по-разному бывает, да, у всех руки по-разному прикреплены, у кого-то получается, у кого-то нет. Тот комплект мне не сильно понравился. Вот этот посмотрим, если все будет нормально, в бой в этом сезоне пойдет такой комплект. На Авито я нашел и то, и другое. Сейчас мы отрезаны от вторички западной, только собственными силами приходится как-то там выезжать. Но, тем не менее, на руках у людей очень много интересных вещей имеется. Так, начнем с удилища, конечно. Я пока вот это уберу, потому что оно мне сейчас мешаться будет. Ой, не сломать бы и не уронить все. Очень компактный телескопический спиннинг. Длина его 1,5 метра в полной длине, то есть в рабочей длине. Давайте посмотрим, сколько длина в собранном виде. В общем, 30 сантиметров. 30,5 сантиметров. Ну, там, может быть, еще что-то подвинуть можно. То есть 30 сантиметров всего, это очень компактный спиннинг. Даже по сегодняшним меркам удивительно, что такие компактные удилища вообще можно сделать. Сейчас, наверное, примерно таких же габаритов можно сделать только зимние удилища. Остальные практически не делают. Но тогда мода была, это 80-е годы, телескопы были в ходу и достаточно удобно. Да, на мой взгляд, тоже удобно, но для каких видов ловли? То есть для твичинга и для микроджига, например, не очень хорошо подойдет. А для классического спиннинга, классического ультралайта, почему бы нет? Здесь лайтовое удилище, оно с тестом до 18 грамм аж. Для Германии, да, это, пожалуй, лайт, потому что немцы, так же как скандинавы, очень как-то подозрительно отнеслись к идее ультралайта. Ну как, есть такая вот рыба огромная, там, килограммами, а мы будем ловить окушков по 200 грамм. И они долгое время не хотели, ну, и не они не хотели, в смысле производители, а рыболовы не принимали такой идеи. Они ловили солидную рыбу, там, щук больших, там, окуней больших, судаков, а всякая ерундистика для детей, да, они и удочкой поймают. Но, тем не менее, спиннинг постепенно терял в тесте, да, то есть становился более легким. Ну и габариты, видите, тоже. Так, бодренького такого цвета, непонятного, то ли желтый, то ли кремовый. Производитель этого чуда Корморан. Знаете такую контору? Немецкая фирма. Вот ее логотип. Корморан — это баклан. Так, так, Spin Quick написано, вся эта конструкция, то есть быстрый спиннинг. Так, артикул номер 200, модель прям 200 называется. От 3 до 18 грамм, длина 1,5 метра. Так, ну дальше там я не знаю, что там можно еще прочитать. По идее, все остальное совсем немецкое, мне на данный момент непонятно, можно, конечно, перевести. Так, вот в таком цвете все колена, соответственно, выполнены, и вот в таком оформлении. То есть темно-бордовые обмотки с золотистой фольгой, ну, фольгированной пленкой там вставлена. Довольно часто было сделано, и в отличие от более ранних моделей, здесь хотя бы все это лаком покрыто.
ну, хотя бы обмотка, а то бывало, что и просто нитки и все. То есть со временем все это дело могло и подсохнуть, и подгнить, соответственно, отлететь могло все что угодно. А тут все уже насмерть. Кольца паяные, очень легкие, но маленького диаметра. Сделано это, скорее всего, в угоду компактности, но в тот момент спиннингом ловили либо мультипликатором, либо открытой безинерционной катушкой. Если люди ловили с мультипликатором, переходить к открытой безинерционной катушке было крайне неудобно. А вот к закрытой, как здесь, безинерционной катушке, переходить было совсем просто. Рукоятка с той стороны, где должна быть. Кто не в курсе, то и мультипликаторные катушки, и закрытые безинерционные катушки изначально все были под правую руку. То есть это не для правшей, ой, наоборот, не для левшей, не для, не знаю, там, извращенцев каких-то. Все сделано именно так, как должно быть. То есть заброс осуществляется правой рукой, перекладывается в левой и осуществляется проводка. Точно так же ловили и в Советском Союзе, ловя инерционными круглыми катушками типа Невской. То же самое, заброс правой, переворачивалось удилище, катушка сверху, и правой рукой рукоятку вращает. Я так и привык. Мне теперь очень неудобно, если у катушек, ну, в основном ретро, нет возможности переустановить рукоятку с одной стороны на другую. Я так не могу ловить, мне неудобно. А вот переложить и ловить левой рукой, то есть осуществляя и проводку, и там, подсечку и вываживание левой рукой, для меня нормально и удобно. Так, катушка здесь стоит Шекспир. Казалось бы, да, во-первых, имя английского классика, а контор вообще американская. Что она тут делает, почему она на немецком спиннинге? Потому что фирма Шекспир в то же самое время, в 80-е и 70-е годы, имела отделение, работающее на Европу и в основном как раз на Германию, и называлась она Норрис Шекспир. Только очень короткое время имя вот это Норрис имелось на снастях, то есть писали его не только Шекспир, а Норрис Шекспир, а потом опять вернулись к написанию просто Шекспир. Поэтому даже если это не Норрис Шекспир, а Шекспир чистый, то вполне себе хорошо подошло и по цвету, и по размерам, по габаритам, и по типажу к этому удилищу. К чему я? У этого удилища прямая рукоятка и нет крюка, который привычен нам для заброса, например, с мультипликатором, да, катушка, удилища оснащаются триггером, за который удобно пальцем держать. Нет здесь такого. Мультипликаторную катушку на такой короткий спиннинг что-то мне не попадались пока, по крайней мере, на нашей вторичке, никаких немецких мультипликаторов, которые можно было бы использовать для относительно легких приманок. Да, какие-нибудь там тяжелые, троллинговые и так далее, они встречаются. А все остальное почему-то вот типа вот этого Шекспира. Да и те делали на тот момент японцы, да, для Шекспира. Что здесь? Почему так? А смотрите, рукоятка какой формы. Вот это вот выраженная вот эта часть. То есть у нас обычно рукоятка в основном используется как декорация какая-то, а тут. То есть если мы вот так вот берем, у нас попадает палец куда? Как раз вот на это утолщение. И получается у нас между гайкой катушкодержателя и нижней частью батом рукоятки остается промежуток, куда отлично попадает палец. Соответственно, мы очень удобно держим спиннинг, упираясь пальцем в саму рукоятку. Удивительно, на мой взгляд. То есть я не сильно уверен, что это именно так и было, но руки-то не врут, получается, вот оно, удобно. Довольно интересно было, что люди переходили с мультипликаторов на безинерционные катушки. Тут переучиться, я говорю, нельзя, это не нужно было. На американском рынке даже специальные катушки были, которые ставились на удилище с седловидной рукояткой, которые вот чисто под мультипликатор сделаны. Но были безинерционные открытые катушки, которые были приспособлены для установки в это седло. На советских всяких, в советских книжках иногда попадаются рисунки, что возможна установка открытой безинерционной катушки на спиннинг с прямой рукояткой, без всякого триггера.
Соответственно, здесь мы можем вполне допустить, что это удилище допускало использование закрытой безинерционной катушки на рукоятке прямой, с прямым катушкодержателем без наличия триггера. Тем более помощь нам в захвате здесь сделана и очень удобно, здесь рука располагается. И маленькие кольца намекают нам на то, что это удилище как раз для использования либо с инерционной катушкой, либо с закрытой безинерционной катушкой. Так, еще интересно, что здесь вот этот цвет полосок вполне себе напоминает цвета германского флага, только тут, ну, белый, но может и выцвел, желтый и красный. Посмотрите на каски немецкие, там вот этот значок, кажется, что он французский, да, там щит такой, на самом деле цвета немецкого флага. Может как раз и белый быть, а не желтый. Это сейчас он там желтый, красный, черный, а тогда и белый там цвет присутствовал. Так, рассчитано на использование лески длиной 100 ярдов и мощностью 8 либров. Американская, да, написано все-таки. Да. Просто Шекспир работал на все рынки, но, говорю, ну, у меня другой не нашлось катушки, да, она и к этому отлично подошла. По цвету все такое сдержанно желтенькое. Так, передачное число 3 к 1, довольно медленное. Я всегда думал, что раз она 3,1, скорость маленькая, надо вращать быстрее. Половив на подобную катушку, я понял, что скорость большую не надо здесь никакую иметь. Потому что диаметр шпули примерно, я не знаю, там у 6000-ников обычные катушки безинерционные, такой диаметр шпули. Поэтому скорости 3,1 для закрытой безинерционной катушки вполне достаточно. Фрикцион регулируется так же, как на мультипликаторе. Я говорю, это переход с одного на другой, да? Звездочкой, то есть зажимаем, соответственно, фрикцион работает. Он, правда, без треска будет, скорее всего, работать, насколько я помню. Так, все. Больше всего, говорю, это похоже на какую-то смесь, да, между инерционной катушкой, ну правильно, мультипликаторной катушкой и открытой безинерционной. Вот так выглядит внутри. Резиновая манжета, купол нормально заглаженные, по крайней мере, края у кольца, вот этого, через который леска проходит. Ну и, соответственно, при забросе мы нажимаем, и у нас получается резиновая манжета прижимает леску к внутренней части колпака, отпускаем, потом и у нас леска свободно уже проходит через этот колпак. Трения только слишком много, на мой взгляд. Ну, это один из недостатков этих катушек. Шпинек здесь вообще керамический используется. Он здесь один, что довольно необычно. Бывает, есть и второе отверстие, которое можно использовать, когда здесь пропилится. Леской бывало с края вот этого, ну не знаю, там чашки ротора, так ее назовем, постепенно пропиливалась. Но здесь никаких следов использования не нашел, хотя катушка затерта довольно сильно. Леска у меня там застряла. Леска, кстати, тоже трофейная, то есть она с какого-то старого комплекта намотана, примерно где-то 0,28, 0,25 толщиной. Довольно крепкая. Уже неоднократно замечал, что старые лески на старых катушках, которые попадают на дороге, вполне пригодны к использованию. Не сказать, что это лучший вариант, но зачастую они вполне ничем не хуже той лески, которую мы намотать можем из магазина. Так, взвесить. Длина 1,5 метра, металлический катушкодержатель. Но довольно легкая конструкция в целом. Так, весы, как всегда, маленькие. Но поможет вам вот такая вот штуковина, проставка. Так, которая весит 23 грамма. Мы нажимаем тара и получаем 0. Можно взвешивать. Так, 92,2 грамма всего. Телескопический спиннинг, пустотелый стеклопластик, 1,5 метра, 3,18. И тест неплохой из-за того, что здесь довольно высокая конусность. То есть он не шланг. Так, катушка. Давайте так и взвесим вместе. Она провалится. Тогда не будем. Тогда мы сейчас это сбросим. Потому что здесь габаритов достаточно, чтобы нормально взвесить. Так, 92 весит спиннинг. Да, блин, что ж ты так? Придется тебе положить. 195 грамм. То есть вполне себе ультралайтовые веса.
Не сильно легкий, не сильно тяжелый, полностью металлическая конструкция катушки, ни одного подшипника, но тем не менее, как можете видеть, довольно легкий. Там дребезжать будет, потому что там стопор, видите, он всегда включен обратного хода. Так, дальше. Ну, раз немцы, кто-то там это не видел, наверняка прошлый вариант комплектования еще изменится в этом году. Блесны у меня тут разные, немножко, правда, мэпсов положил, но в основном это либо современный блесны дам, разные, есть лонги, есть вот такие вот похожие на Агли, есть старые блесны, есть, например, колонели от Бальцера. Вон выпала какая интересная штуковина. Это блесна колонель с лепестком, выполненной из перламутра. Была такая серия у Бальцера интересная. Блесны есть дам, есть Бальцер, есть Кармаран и немножко французских блесен. По причине их как бы вездесущести. Почему бы не допустить, что в коробке западно-германского рыболова такие блесны окажутся. Тем более они как раз аутентичные по времени. Есть немного колебалок и другие там коробки есть с воблерами, но настоящих мало. Вот есть дамовская блесна, вот такая очень интересная. Как называется, не знаю, зато логотип дам присутствует. Крючок такой, видите, длиннющий стоит. Довольно увесистый при своих небольших габаритах. Довольно странно и необычно, что вертлюжок изначально уже собран на блесне, то есть петелька завернута без заводного кольца, видите, там снять его невозможно. Так, есть блесны, ну, у меня там еще в другом месте лежат, в смысле в другой коробке. Это вот Dam FZ, ну только современная вариация. Здесь из двух половинок собрана, то есть такая гремящая, и говорят, что она еще поле там какое-то имеет, да, магнитное другое. Здесь же лежат польские тайфуны, тифоны, вернее. Они больше габаритами, да, вроде как-то не подходят. Зато я вам недавно показывал блесны от Элита. То есть если вот так вот положить дамовскую и обвести, как раз так и получится. Как будто вот на толщину карандаша чуть больше они сделаны. Причем такого же цвета были блесны у самих дам. Так. И блесны я вам еще показывал тоже Аэлита, которые копируют блесны, даже не копируют, а повторяют. Они, скорее всего, на одном заводе делались. Тоже дамовские, называются стрекоза, но по-немецки. Посмотрите сами, как она называется немецкая стрекоза. Вот такой вот комплект, я думаю, достаточно интересный. Воблеров, может быть, еще достать удастся каких-нибудь, которые сойдут за немецкий, потому что у меня Кармаран всего один воблер, и там остальные какие-то усредненные, похожие всякие кренки. Интересно будет попробовать, потому что, говорю, во-первых, такой компактный первый раз попался, во-вторых, он довольно интересно выполнен, необычно. И не считая там каких-то потертостей на катушкодержателе, выглядит практически как новый. То есть я не нашел пропилов на кольцах. Обычно металлические кольца довольно быстро пропиливаются леской при постоянном использовании. С другой стороны, вот здесь вот пятка стерта, вроде бы, то есть оно точно ставили куда-то там, может на донку они ловили. Но кольца либо такого высокого качества, либо так мало ловили, не могу понять. Катушка от другого хозяина, соответственно, по-другому к ней относились, довольно сильно потертые, но вполне себе работоспособна. Я ее перебрал, смазал, можно пользоваться. Такой вот получился юбилейный ролик очередной. Напоминаю, 4200 человек, даже уже больше на канале. Продолжайте подписываться, это, конечно, приятно, когда тебя смотрят, но неплохо бы и обратную связь. То есть лайки ставим, подписываемся, комментируем и не забываем, я есть на Дзене, есть на Ютубе, на Рутюбе и ВКонтакте. Дзен и Ютуб основными. В остальных местах я тоже бываю, но не так часто, времени на все не хватает. Все, всем пока.